Стоит ли играть в Black Desert Online? PvE геймплей с трудом дотягивает до среднего уровня, а вот PvP составляющая игры ни о чем. Я играл в нее с самого открытия до 2018 года. Когда разработчики ввели Global Rebalance, я понял, что в игре мне больше делать нечего. В 2018 году они сделали ключевое изменение в PvP механике. Раньше почти на всех скиллах у персонажа были фронтальные блоки, устойчивости и неуязвимости. Нужно было иметь достаточный показатель меткости для успешного контроля противника. Игрокам приходилось досконально изучать свой класс и абсолютно все другие классы в игре, чтобы во время PvP грамотно занять позицию и суметь вовремя взять под контроль врага. Такая PvP механика была очень сложной для многих игроков. Разработчики решили упростить PvP механику и вернуть ее на уровень 2000-х годов. Теперь PvP механика базируется на показателях резистов от различных элементов. Также у многих скиллов они убрали контроль и защитные состояния против вражеского контроля. Одним словом, все упростили. Раньше нужно было показывать сверхвысокую реакцию и моментально принимать правильные решения в PvP. Сейчас противника можно бездумно задавить превосходящим уроном от своего гира. Контроль врага на 100% от вас теперь не зависит. Сейчас в контроле противника все решает рандом. При обоюдном обмене урона, скорее всего, выиграет тот, кому первому повезет в этой случайной лотерее. Индивидуальное мастерство игры за своего персонажа сейчас так сильно не решает. Так к чему я такое вступление про PvP вам рассказываю? Да потому, что в игре в открытом мире его нет. Точнее есть, но бесполезное. У вас нет реальных рычагов воздействия на других персонажей. Механика тут построена таким образом, что сильный игрок будет всегда проигрывать слабому. Игрок, которого убивают, ничего не теряет, даже процентов на опыт. Вы банально не сможете защитить свой спот во время фарма. В этой игре появилось специальное обозначение одного игрового процесса, которым пользуются слабые игроки. Есть такое понятие, как закидывание трупаками. Это когда слабый игрок, которого вы ёбнули на споте во время фарма, начинает бегать по вашему маршруту и пытаться убить мобов быстрее вас. Тупость данной системы заключается в следующем. Во-первых, в большинстве локаций расположены узлы в близкой доступности к мобам. Получается, вы победили игрока, а он тут же после воскрешения на ближайшем узле локации прибегает к вам через 10 или 20 секунд. В такой ситуации вы не успеваете отмыть карму и спокойно пофармить спот хоть какое-то время. Во-вторых, тут можно воскреснуть самому на месте благодаря специальным предметам. Это вам не как в других играх, где только определенные персонажи могли воскрешать союзников. Или для воскрешения нужно лететь в ближайший город. В Black Desert Online можно возрождаться до бесконечности, пока не закончатся специальные предметы. Слабые игроки этим пользуются. Например, 20 раз проигрывают, а на 21 раз случайно могут выиграть. Если PvP происходит в пустыне, то сильного игрока отправляют в тюрьму. Слабый игрок ничего не теряет, а сильный теряет свою карму и время. В-третьих, тут есть ограничение на количество кланваров. На объявление войны должно пройти время, 15 минут, если я не ошибаюсь. За это время вам знатно попортят нервы. А когда начнется война, то игрок может просто поменять канал. А бывают случаи, когда на игрока при действующей войне бафают защиту, и вы опять ничего не можете с этим сделать. Да, БДО настоящая игра для PvE хомячков. Они уж точно всегда всем довольны. Как вы поняли, PvP в открытом мире убогая. Тут даже отключают возможность ПК во время фарма мировых боссов. Эх, помню времена, когда можно было убивать игроков на боссах. Теперь это лишь воспоминания. Конечно, найдутся умники, которые скажут, ведь есть специальный PvP канал. Если ты такой крутой перец, иди туда. Все верно, PvP канал есть, но остается та же самая проблема. Механика игры позволяет делать различную грязь и отнимать чужое время.
На этот PvP канал идут также фармить разные игроки с разным уровнем мастерства и гира, потому что на PvP канале есть дополнительный процентный баф на дроп предметов. На PvP канале вас также могут забрасывать трупаками и всячески вам мешать. Поймите, в этой игре нет удовлетворения в PvP сражениях в открытом мире. Вы не можете почувствовать свою заслуженную мощь от игры в этом элементе. Все ваши труды по улучшению гира и совершенствованию в мастерстве за своего персонажа не принесут вам реальной пользы. Сейчас я играю в нее после долгого перерыва. Геймплей максимально облегчили. Новому игроку дают много разных бонусов. От крутой быстрой лошади до возможности выбрать босс-экипировку максимальной заточки. Тут претензий у меня нет, так как игра возрастная и нужно в разумных пределах облегчать порог вхождения новым игрокам. На данный момент можно за пару дней в сезонном режиме собрать себе приличный гир, с которым спокойно получится фармить легкие и средние споты по сложности. У этой игры лишь 3 достоинства. Первое. Игра реально красивая. В 2025 году графика на высоком уровне. Второе. Тут большой выбор героев. Наверняка каждый найдет свой идеальный эстетический вариант. Я вот, например, обожаю Маеву. Для меня самый красивый персонаж. С копья анимация скиллов пробужденной стойки прекрасна. Люблю на ней гриндить споты. Нахожу в этом занятии медитативное расслабление. Третье. Эта игра понравится любителям легкого PvE контента. Тут все сделано для вас. Приятно и красиво плавать в море, рыбачить, заниматься сбором и разведением лошадей. И самое главное, для вас это все максимально безопасно. Вы знаете, у корейцев явные проблемы с созданием сюжетных линий в играх. БДО не исключение. Тут обязательная квестовая цепочка максимально неинтересная, долгая и душная в прохождении. Я ее выполнял 1,5 месяца. Ее вам придется пройти, так как она даст вам очки энергии. Это важный элемент для прокачки узлов и занятия сбором. Чем больше у вас энергии, тем дольше вы сможете заниматься PvE контентом в игре. Начальную сюжетную линию в игре можно пропустить по желанию, но это все равно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Прохождение сюжетной линии, открытие узлов и всех НПС на карте – занятие неинтересное. Почему разработчики до сих пор не переработали эти элементы? В принципе, и так ясно. Комьюнити БДО все стерпит и примет. Так что будьте готовы к этой унылой части геймплея. В игре до сих пор присутствует много ненужных предметов. Их тут такое изобилие, что поначалу у вас будет всегда перегружен инвентарь и склады. Новые игроки, скорее всего, будут думать, что это нужные предметы. Но по факту это мусор. Это сделано разработчиками специально, чтобы игроки донатили в игру на всякие расширяющие функции для игрового комфорта. Вообще, вся игра построена на донате. Для комфортной игры вы вынуждены покупать много дополнительных функций. Например, если вы любите гриндить споты, то вам обязательно нужно покупать увеличение грузоподъемности. Иначе вам быстро надоест каждые 3 минуты бегать на разгрузку. А также вам обязательно потребуются питомцы высокого уровня, чтобы они быстро вместо вас собирали добычу. Я вот сейчас бегаю без них, и самому собирать дроп занятие напрягающее. От этого пропадает желание играть. Обязательный донатный список огромный, можно долго его перечислять. Разработчики абсолютно во всех направлениях игры вынуждают вас донатить. Поймите меня правильно, нет ничего плохого в донате, если он не влияет на баланс игры. В данном случае игра сама по себе пустая, и вкладывать реальные деньги только из-за того, что она имеет красивую графику, затея сомнительная на любителя. Почему она пустая? Сейчас приведу несколько доводов. Тут все бегают в одной и той же экипировке, различие только в степени заточки. Даже в той же старенькой ла-2 было больше вариативности по гиру и использованию его в разных ситуациях.
Нет многогранности в билдостроении персонажа. Все максимально упрощено и ограничено. Вы не можете свободно распоряжаться своим игровым имуществом. Например, вы по каким-то причинам захотите передать серебро или оружие другому игроку. В этой игре данная функция отсутствует. Это сделано специально, чтобы игроки развивались сугубо самостоятельно своими силами. Следовательно, процесс развития без доната тяжелый. Разработчики сделали такую модель для своей максимальной прибыли, чтобы у игроков не было другого выбора. Ведь если другой игрок существенно не может тебе помочь, то у тебя только один путь – все добыть собственным трудом. А чтобы этот процесс хоть как-то облегчить и ускорить, есть много донатных функций. Аукцион в игре не обладает полной свободой. Вы будете вынуждены продавать предметы в определенном ценовом значении в зависимости от курса. Это значение имеет конкретную минимальную и максимальную стоимость. Только в этом диапазоне вы сможете торговать. Еще при продаже предметов с вас будут взимать большой процент прибыли. Естественно, чтобы его минимизировать, нужно донатить на специальный набор. Но вы и так уже, наверное, поняли, что в этой игре без доната никак не обойтись. Бесполезная заточка гира. Так как PvP в открытом мире не имеет существенного значения, то этот элемент по сути не имеет смысла. Но в этой игре это основной геймплей. Представляете, хангуки сделали игру, где нет глубокого смысла, и подсадили игроков на иллюзию мнимого достижения, от которого нет реальной пользы в игре. Вот дела, оказывается, секрет успеха прост. Нужно сделать красивую игру с трудным элементом заточки, как в казино. Чтобы игроки играли в нее вечно, они сделали маленький шанс заточки и выпадения нужных предметов. Я играл на другом сервере, где шанс заточки такой же, как на оффе, но шанс дропа предметов был x10. Там я окончательно убедился в том, что БДО пустая игра. Заточил весь гир на максимум за пару месяцев игры. И скажу вам, играть на том сервере гораздо приятнее. По крайней мере, PvE гринд и заточка намного интереснее. Результат соразмерен потраченному времени. Еще раз повторю, соразмерен, а не как на оффе. На том сервере быстрее и больше добываешь нужное количество ресурсов за оптимальное время. С огромным количеством ресурсов заточиться на максимум реально. На официальном сервере у вас такой возможности в накоплении капитала не будет. Даже с высоким онлайном, играя на оффе годами, большинство игроков положительного результата в заточке все равно не получают. На официальном сервере до сих пор, когда ты собираешь много мобов, то урон от скилла имеет ограничение по количеству целей. Хотя они все стоят в зоне анимации скилла. Какой же это бред! Даже уровень PvE контента в этой игре нельзя назвать приличным. Итог таков: для любителей PvP игра не имеет ценности. Для любителей казино лучше играть на других серверах, где шанс дропа предметов выше. Игра во многих элементах пустая. На самом деле PvE контент на слабом уровне. У игры красивая графика, и это, пожалуй, единственный ощутимый положительный аспект. Вообще, зачем играть в БДО, когда есть Path of Exile 2? Вот в PoE 2 много различных интересных и сложных механик, с возможностью создания уникального билдостроения персонажей. Та же самая гринд-игра, только с гораздо большим горизонтом возможностей и планирования, чем Black Desert Online. Black Desert Online даю оценку 3 из 10. Играть на оффе в текущих реалиях нет смысла. Подписывайтесь на канал и оставляйте обязательно ваши комментарии. Таков путь, еще увидимся.